Всем привет! Снова мы в эфире. Приехал в смотровую площадку с отличным видом на город Тайчжун для того, чтобы вам рассказать некоторые вещи, которые мне показались интересны и могут быть интересны вам. Мы на прошлой неделе обсуждали вопрос окончательной сборки наших электроскутеров. Я уже как-то рассказывал, что нас не очень устроили готовые варианты, и уж тем более вариант покупки Гогора, и мы решили заказать под себя, под наш заказ конкретно то, что мы хотим. Один из основных элементов любого электроскутера — это батарея. И сегодня я немножко расскажу об этом подробнее, потому что, как оказалось, в типах батарей, в плюсах, минусах и во всех вариациях, которые доступны на сегодняшний день для покупки и установки, не разбираются даже люди, которые непосредственно с этим связаны. Даже люди, которые собирают батарейки, не всегда понимают вот эти вот тонкости и подробности. Соответственно, покупателю уж совсем нелегко разобраться. Итак, небольшой экскурс в историю. История батарей, точнее сказать, аккумуляторов, начинается, естественно, наверное, так основная часть со свинцовых аккумуляторов. Они доступны до сих пор. Их все преимущества давно известны. Их не очень много, так скажем. Использовались эти аккумуляторы, наверное, годов с начала 20 века и используются до сих пор. Это какие недостатки, у них перечислим? Это достаточно большой размер, очень большой вес, небольшая емкость относительно размера, высокое внутреннее сопротивление, которое не позволяет получать от него, так скажем, большие мощности при компактных размерах. Эти аккумуляторы, они, грубо говоря, изжили себя. Единственный их большой плюс — они, конечно, дешевле. Они дешевле, наверное, раза в 4. Но экономической целесообразности их применения фактически нет. Они служат до сих пор только благодаря тому, что они дешевые, и их устанавливают как по умолчанию на какие-то готовые скутеры, которые продают. И, кстати, их много достаточно, я видел в продаже здесь. Вот кто-то из приезжих очень предпочитает их покупать, потому что они стоят в районе, наверное, 20 тысяч тайваньских долларов. И по параметрам, когда читаешь, вроде все прекрасно. Но они на свинцовых аккумуляторах. И чем это грозит? Свинцовый аккумулятор может выдерживать только 400 циклов. И то это предел при хорошем качестве изготовления. Но хорошее качество стоит денег, поэтому все используют, так скажем, изделия подешевле, зачастую просто китайские ноунеймы. И у этих аккумуляторов до 400 циклов явно никогда не доходит. То есть, если перекладывать на такую вот эксплуатацию ежедневную, как это происходит на Тайване, 400 циклов — это использование аккумулятора до замены, наверное, в течение года, полтора, 2 от силы. У этих аккумуляторов есть еще такая штука: они, грубо говоря, плохо предсказуемы, особенно при глубоких разрядах. То есть, когда человек пытается выбрать емкость до конца, увеличивается риск появления дефектов в каждом аккумуляторе, а аккумуляторы набираются из нескольких, соответственно, вылетание одного из них выбивает всю батарею, и ее менять в любом случае целиком. Мало того, у нее есть еще один такой существенный недостаток в эксплуатации. У этого типа аккумуляторов есть прямая зависимость напряжения от емкости. То есть он, когда начинает разряжаться, у него падает напряжение, и, соответственно, вы выезжаете, у вас, допустим, скорость 40 км в час предельная, условно на скутере или на велосипеде, неважно, да. По прошествию 20 минут езды предельная скорость становится 35, потом 30, потом 25, и так плавно, пока вы не остановитесь, пока не выработается ресурс. То есть не то, чтобы у вас там 40 километров, например, запаса хода, а они 40 километров, но каждый следующий он будет медленнее. И это касается в большей степени свинцовых аккумуляторов. У остальных этого, так скажем, недостатка практически нету. Были в какой-то промежуток времени аккумуляторы никель-кадмиевые. Я думаю, их не стали применять из-за их очень вредного воздействия на природу и сложности в переработке, поэтому мы их пропустим. Их на практике применяют очень редко. На смену им пришли, естественно, литий-ионные аккумуляторы. Про них все знают, все слышали, и считается сейчас, что это такой чуть ли не единственный тип аккумуляторов, и вот на нем все делается. Да, у него есть преимущество, они легкие, у них самый высокий показатель
емкости на массу. Кроме того, они достаточно хорошо себя показывают в саморазряде, например, ну, в таких вещах, которые там технических подробностях. Вот. Но есть у них и свои недостатки. Ну, во-первых, там по сравнению со свинцовыми они там в 4-5 раз дороже, особенно если качественные. Литий-ионный аккумулятор из себя представляет обычно батарейку стандартного размера 18650. Это 18 миллиметров и 6,5 сантиметра длиной. Такая круглая штука. Обычно емкость колеблется где-то 2,3, может быть 3,5 ампера в час. И напряжение 3,7 вольта. Ну, это полное напряжение заряда. Так вот, чтобы из этих элементов собрать большую батарею, начинается небольшая сложность. Чтобы увеличить емкость, нужно собрать эти маленькие ячейки параллельно. И если соединить две немного отличающиеся по параметрам батареи, а их нужно соединить не две, а намного больше в ряд, чтобы собрать те самые миллиамперы в часы, да, собрать в какую-то более-менее достойную батарею, там 20, 30, 40 ампер в час, нужно их собирать десятками. И одна батарея, попавшаяся вот в этом ряду, которая не бьется по параметрам, либо она отклоняется в любую сторону на самом деле по напряжению, по емкости, по еще каким-то параметрам, по температурным изменениям, она начинает убивать все остальные. Основные напряжения для электроскутеров 48, но это я отношу к очень слабым моделям, да, 60 в основном и 72. Вот эти два напряжения, они такие более-менее ходовые, и на них что-то можно уже собрать более-менее такое, которое будет ехать, а не телепаться там где-то. И, значит, чтобы набрать такое напряжение, нужно собрать последовательно какое-то количество батарей, вот этих вот готовых, да, ячеек, собранных в пакеты. Их нужно набирать последовательно. Каждый пакет 3,7 вольта. Вот при этом наборе получается так, ее когда заряжают, возникает некий дисбаланс уже между набранными комплектами. Этот дисбаланс выравнивается БМС. Это такая плата, которая ставится на батарею, которая постоянно балансирует их из-за разницы вот этих вот емкостей. Сделать точные емкости в этих ячейках невозможно. Как делает производитель? При выпуске он их сортирует, там такие целые цеха стоят, их заряжают в специальную машину, которая тестирует и разбраковку делает, маркировку по емкости, напряжению, так чтобы тот, кто собирает батареи, мог собрать, грубо говоря, правильный. Но ошибка, во-первых, есть всегда, во-вторых, это расчет на благонадежность того, кто собирает батарею. Я не припомню, чтобы вот можно было купить батарею, собранную каким-то брендом. То есть обычно делается так: бренды, типа Panasonic, Samsung, да, выпускают вот эти ячейки. Но кто собирает из них, он должен их отобрать, очень четко сбалансировать перед тем, как выдать эту батарею. Так вот этот процесс в основном происходит, так скажем, на доверии. Это такой длительный процесс диагностики каждой отдельной ячейки. Ее нужно разрядить, зарядить несколько раз, чтобы выявить все параметры и потом сравнить с остальными и понять, вот правильно она собрана или нет. А проблемы, которые это вызовет, они появятся у батареи через год-два, когда гарантия на нее уже закончится. То есть она постепенно начнет помаленьку на самом деле снижать емкость. Это будет незаметно. А потом в какой-то момент она просто вылетает кусками. И БМС, да, плата контроля за батареей, говорит: у вас батарея пришла в негодность, отключает ее, и она больше не заряжается, не разряжается. Существует помимо литий-ионных аккумуляторов литий-полимер-фосфатные, либо их называют литий-железофосфатные. Эти аккумуляторы изначально развивались для немножко другой цели, для хранения энергии в альтернативных системах альтернативной генерации. Почему? Потому что литий-железофосфат, в отличие от литий-иона, не горит. Я наверняка уверен, вы либо слышали, либо видели, как горят, например, Теслы.
В Теслах на литий-ионных аккумуляторах иногда случается такое, что загорается одна батарея. Литий-ионный аккумулятор потушить невозможно, пока он не сгорит полностью. И если человек устанавливает какую-то альтернативную генерацию, и ему хочется иметь какой-то запас, да, это дорого, я знаю, я уже много раз рассказывал про то, что это работает для каких-то особенных местностей, где совершенно не экономически невыгодно тянуть там сетевую какую-то электроэнергию, и вот тогда это применяют. Но есть ограничения. Литий-ион я бы себе в дом никак не поставил, потому что при горении он выжигает просто все. Он зажгет любой дом, даже если это противопожарный бункер. Потому что просто большая емкость аккумуляторов и масса лития, который будет гореть. И вот на смену, значит, этим аккумуляторам был разработан, сделан литий-фосфат. Он не горит. У него есть небольшие недостатки по сравнению с литий-ионом. Это батареи немножко тяжелее, потому что в них есть, я так понимаю, железо и плотность повыше. И они, естественно, немножко дороже, чем литий-ион, потому что там другая технология, другие серийности выпуска, так скажем. Вот. Но при этом он имеет по сравнению с литием-ионом намного более высокие параметры. У него в несколько раз ниже внутреннее сопротивление. То есть этот аккумулятор при меньших размерах может выдавать большие токи. Причем он их может выдавать и брать. То есть если литий-ион заряжается минимум за час, то литий-фосфатная батарея при контроле температуры в избежании перегрева может заряжаться буквально за 15 минут. Но это в теории, на практике это, конечно, не нужно, особенно для большой батареи скутера. Литий-фосфатные аккумуляторы доступны в виде больших ячеек. То есть не нужно собирать маленькие вот эти батареечки в какой-то комплект. Можно взять одну ячейку на 3,7 вольта сразу на нужную емкость. Ну, например, мы выбрали на емкость 57 ампер в час. Получается цельная, монолитная, простая батарея. Без риска того, что какая-то одна из этих аккумуляторов вылетит. БМС также ставится, как на литий-ион, и она балансирует эти ячейки. Вот проблему балансировки последовательных ячеек эта плата справляется легко. Мало того, мы заказали БМС, чтобы нам установили с Bluetooth и приложением для того, чтобы можно было в процессе эксплуатации постоянно контролировать состояние вот этой целой батареи и при наличии каких-либо проблем детектировать это дело до того, как скутер остановится где-нибудь там посреди поля, где-то в 30 километрах отсюда. При этом заказная вот такая батарея чем хороша в принципе для любого человека. Ну, то есть у вас пропадает риск того, что человек соберет, что попало. Он вам показывает, на каких он ячейках это все собирает, ну, скидывает, грубо говоря, фотографию, да, и потом это все собирает, БМС это все балансирует без него в автоматическом режиме. Риски сводятся к нулю. Вы выбираете хорошего производителя, который по статистике выдает, как бы накопленной уже в применении, имеет хорошие отзывы, да, ну что надежный, что там меньше всего выходов из строя. Это случается, кстати, со всеми, даже с американскими компаниями. Выбираете эти ячейки, вам на них собирают. Все просто, все надежно. В чем еще преимущество выбора литий-фосфатного аккумулятора в сравнении с литий-ионным, ну и уж тем более в сравнении с свинцовым аккумулятором? Как я уже сказал, свинцовые аккумуляторы выдерживают от силы 400 циклов заряда-разряда. При этом эти 400 циклов считаются, конечно, при 80% разряде, но на практике они этих циклов не вырабатывают. Литий-ионный аккумулятор рассчитывается на 1000 циклов полного глубокого разряда, то у литий-фосфата у него 3000 циклов. И условно можно представить для себя, что покупая литий-фосфатную батарею, для какого-то скутера батарея реально устанавливается один раз и на всю продолжительность эксплуатации скутера. Вот эти вот циклы, которые заданы производителем, они гарантируются, что после этого количества циклов заряда-разряда батарея потеряет не больше 20% емкости. Почему мне в данном случае не нравится Гогора и почему на контрасте с ней это совершенно другой подход?
Гогора идет по принципу, мы сделаем маленькую батарейку, они делают, я насколько понимаю, 48-вольтовые батареи и емкость порядка 20, может быть, чуть больше ампер в час. Можно при выборе батареи оценивать, много это или мало, простым способом. Вы перемножаете напряжение, да, номинальное даже достаточно, нереальное, 48 вольт, ну возьмем 50, да, для простоты, и 20 ампер в час. Это в районе 1 киловатта энергии, запасенной в аккумуляторе. Из него можно использовать порядка 80%. Остальное, оно там останется, но ехать уже ничего не будет. Соответственно, есть простой принцип. Для перемещения любого скутера в пространстве в среднем нужно около 2 киловатт энергии на 100 километров. То есть для батареи в 1 киловатт предел где-то порядка 50 километров дистанции пробега. На практике, конечно, меньше. У нас до этого был скутер, который был 60 вольт 20 ампер в час. То есть 1,2 киловатта, реально он проезжал в таком в нормальном режиме около 40 километров. Вот на эти цифры можно ориентироваться. Мы собрали батарею 72 вольта, 57 ампер в час. Ну, по расчетам должна она проходить где-то 130, может быть 150 километров до полного разряда. Гогора идет по принципу: мы проедем 40 километров и каждые там 20 километров поставим вот эти вот зарядные станции, будем эту батарейку менять. При этом они собирают их на литий-ионах, на вот этих отдельных ячейках. Я понимаю, что скорее всего они их достаточно часто обновляют, потому что они должны у них стареть, особенно когда это человек не следит за этим аккумулятором. Он его может переразрядить, бросить, оставить, потом просто принести в зарядную станцию, воткнуть, там пройдет разбраковка и батарея пойдет в утиль. Не думаю, что это правильный способ, не думаю, что это какой-то экономия для потребителей. Потребитель считает, что он вроде не покупает батарею, на самом деле он покупает их 2, а может быть даже 3, потому что ну куда-то должны все эти расходы, да, закладываться, вот эти зарядные станции на каждые 10 километров. Я не хочу это оплачивать. Вот я уверен, что это все не должно работать таким образом. На практике, если устанавливается нормальный аккумулятор, как это, например, делается в Тесле, да, на очень большой пробег, у нее ресурс продляется многократно. И на практике эксплуатации, если батарея достаточно продолжительного действия, так чтобы ваша дистанция, на которую вы в состоянии за один вот этот проезд проехать, а я не чувствую себя в состоянии больше 150 километров в дистанции проехать за один бросок, так скажем, без отдыха паручасового, то никакой проблемы в зарядных станциях в общем не возникает. Вы доезжаете до какой-то точки, там найти розетку, естественно, обычную, стандартную, не какую-то суперчарджер, там еще что-то, и зарядить аккумулятор на езду дальше, либо в обратный путь. Причем вот литий-фосфатные аккумуляторы выглядят в данном случае, ну, на порядок лучше. Да, они изначально сделаны для солнечных батарей, для альтернативной энергетики, для хранения энергии, но они идеально подходят для установки в электротранспорт. При этом забавная ситуация, что сборщики и продавцы электроскутеров ничего не знают про литий-фосфатные аккумуляторы. А те, кто собирает на Тайване литий-фосфатные аккумуляторы, они их делают для тех самых солнечных батарей и иногда заменяют ими свинцовые батареи, аккумуляторы в автомобилях, где это, на мой взгляд, вообще нецелесообразно. Но при этом совершенно не думают про рынок электроскутеров и не делают для него ничего. В процессе нашей работы я свел пару таких производителей-поставщиков, и я надеюсь, они внесут свой вклад в развитие вот этого дела, потому что у потребителя у него все-таки должен быть выбор. Если у вас есть вариант, если у вас есть выбор, я вам настоятельно советую выбирать литий-фосфатные аккумуляторы, собранные на больших ячейках, тогда проблем будет в разы меньше. И будет более надежная эксплуатация. Мало того, это позволит получать от той же батареи намного большие токи, то есть можно применить большие мощности с меньшими усилиями, меньшими вложениями и пользоваться этим очень продолжительное время. На этом мой сбивчивый сегодняшний рассказ про аккумуляторы я, наверное, закончу. И попробую в следующий раз рассказать немножко на тему электротранспорта. Почему
Это круто. На мой взгляд, мое личное мнение, что переход на электротранспорт, на литиевые аккумуляторы, будь это фосфат или литий-ион, он временный на самом деле. Потому что я уверен, что развитие солнечной ветровой генерации приведет к тому, что запасать энергию будет выгодно в водороде. И уже на сегодняшний день есть некоторые разработки, так скажем, в этой сфере. Есть даже автомобили, которые ездят на водороде, например, Toyota Mirai, серийно выпускаемая машина. Но пока это все, так скажем, в зачаточном состоянии по одной простой причине. Те технологии, которые нужны, они сейчас развиваются в электротранспорте. И параллельно идет развитие альтернативной энергетики. Вот они должны совместиться на моменте, когда альтернативная энергетика упрется в предел своей генерации, то есть в предел хранения сгенерированной энергии. Там невозможно применить литиевые аккумуляторы в силу того, что лития не так много на планете, и его ресурс ограниченный. А вот генерировать водород очень легко и просто. И из него, самое главное, очень легко и просто потом, ну, относительно легко и просто получать электроэнергию напрямую. Вот о чем я говорил, что есть Toyota Mirai как пример. И я уверен, что электротранспорт — это следующий шаг, но этот шаг будет пройден очень быстро. Поэтому чем быстрее сейчас люди все, да, вот Тайчжон весь Тайвань перейдет на электро, тем быстрее и проще всем людям будет перейти на водородные технологии полностью, по абсолютной ноль по выхлопам, по выбросу, по загрязнению. Все это, я уверен, будет в очень недалеком будущем. Будем про это больше рассказывать. Пока!